Здравствуйте, друзья! Славянские праздники декабря. Колесо жизни крутится непрерывно, от рождения к смерти и дальше, к новому рождению. Оттого и праздники начала зимы традиционно символизировали умирание старого и зарождение нового. Подведение итогов года и подготовка к году новому – вот чему посвящали славяне торжества декабря. День зари – торжество светлых богов. В самые короткие дни года важнее всего было уважить светлых богов, призвать их милость к людям. Поэтому 4 декабря славяне справляли День почитания зари. Легенда говорит о заре как о красной девице, которая отпирает по утрам небесные врата и выпускает солнце на небо. В другом предании утренняя заря предшествует на небе солнцу дождь-богу, выводит на небосклон его белых коней, а вторая сестра, вечерняя заря, возвращает коней в стойло, когда дождь-бог закончит объезжать небеса. В день зари славяне отмечали непрерывность смены дня и ночи, месяцев и лет. Утром старший мужчина в семье очищал дом 4 стихиями. Этот обряд дожил до наших дней, и его можно провести, если есть нужда энергетически очистить место обитания. Дом окуривали дымом различных трав, например, зверобоем, что символизировало стихию воздуха. Стихию огня представляли свечи. С зажженной свечой дом обходили против часовой стрелки. В углах делали свечой еще и малые круги. Для магического очищения земной стихии использовали соль, часто еще прокаленную на сковороде, и тем самым усиленную стихией огня. Такую соль рассыпали от сглаза. Для очищения дома водой трижды мыли полы соляным раствором. Особенно важным считалось дочисто вымывать углы дома, чтобы там не скопилось никакое зло. В день зари запрещалось стирать, белить и месить глину, зато поощрялось всякое рукоделие, поскольку славяне считали, что вышивке научила людей заря. От праздника зари совсем недалеко до Велесова дня. Поэтому дети готовились к нему, рассказывали взрослым, какие умения и навыки приобрели за год, чем смогут похвалиться перед Велесом. Велесов день – праздник Деда Мороза. 6 декабря наступало время бога-покровителя многих сторон славянской жизни. Велес приглядывал за всеми – за людьми, животными и урожаем. Перед ним в ответе были все члены славянской общины, от малых детей до мудрых волхвов. Одно из его имен известно всем. Считалось, что Велес управляет зимними холодами, и поэтому наши предки звали его Дедом Морозом. Иными словами, новогодний персонаж, дарящий радость детям и взрослым, куда древнее, чем принято считать. В день Велеса волхвы в красной праздничной одежде обходили дома, и дети традиционно рассказывали им, чему научились за год. За серьезные достижения ребятишкам полагались подарки. Ну а нерадивых лентяев Дед Мороз мог наказать, иногда даже заморозить насмерть. Впрочем, дети изо всех сил пытались не гневить всезнающего бога, а порадовать его своими знаниями. Велес также считался богом мудрости, колдовства и гаданий. Легенды рассказывают, что он мог ходить между 3 мирами и в мир людей являлся посмотреть, не надо ли направить человеческие души к миру и добру. Велес также опекал волхвов, жрецов и ведунов, которые получали от него дар ведовства и способность бесплотно странствовать по другим мирам, чтобы обогатиться вечной мудростью. Для прославления Велеса его жрецы наряжались в звериные маски и тулупы, что символизировало достаток и тепло, и ходили по дворам и конюшням, провозглашая заговоры о здоровье домашних животных. Дело в том, что этот всеведущий бог был, кроме прочего, покровителем домашней живности, недаром его именовали еще скотьим богом. Урожаи на славянских полях тоже находились в ведомстве Велеса. Когда урожай созревал, в поле оставляли излучины, называемые Велесовой бородой, как бы жертвуя богу-охранителю часть колосьев. В конце уборочной страды последний сноп тоже посвящали Велесу. А Велесова борода заплеталась по окончанию жатвы и хранилась до весны. Весной же обмолачивалась, и зернами из нее засевали первую борозду. Карачун – славянский Самайн. Следом за добрым Велесом, помогавшим людям во многих делах, на землю приходил праздновать свое торжество бог с красноречивым названием Карачун, которого можно назвать славянским Самайном.
И сейчас говорят «настал Карачун», имея в виду, что чему-то наступил окончательный и бесповоротный конец. Для наших предков день 21 декабря завершал годовой круг, когда Кощей Карачун в обличье старца с серпом в руках окорачивал прошлое бытие, давая дорогу рождению нового солнца и нового года. За 2 недели до праздника начиналось время молчания. Пора отдачи долгов, прощения обид, завершения всех дел и отпускания от себя, всего утратившего ценность. В дни молчания славяне очищали душу и тело, ограничивали себя в пище, особенно мясной, и стремились к чистоте помыслов и совершению добрых дел. В ночь Карачуна души предков приходили в явь, чтобы узнать, как живут их дети и внуки, и, если нужно, спросить с них, какую жизнь они вели в уходящем году. Как исполняли свой родовой долг, жили по правде или по кривде, славили родных богов или поклонялись чужебесию. На Карачун завершался круг времен, и неотвратимо наступало время рождения нового мира, нового круга. Коляда. Новое солнце, новая жизнь. Власть ночи над явью была короткой. Уже 24 декабря наступал праздник рождения нового жизненного круга, и на землю являлся Божич Коляда. Это был бог зимнего солнца, рожденный матушкой Ладой, дитя вечного бытия, которое просыпается снова и снова. Он начинал для людей Новый год. Солнце заходило на лето, день начинал прибывать, и уже не так долго оставалось ждать весны. Перед приходом Коляды в каждом доме ставили в воду символ древа рода, украшенную иву или вишню. Чествуя молодого Божича, славяне каждый год утверждали торжество света, победу добра над злом. До рассвета в день Коляды вся община, распевая славление солнцу, шла к святилищу, где заранее был заготовлен хворост для будущего ритуального костра. Все становились полумесяцем вокруг кострища, лицом на восток. Зажигался священный огонь, и люди ждали появления первых солнечных лучей. Восход солнца также встречали пением, а когда светило поднималось над землей, волхвы читали молитвы в честь светила, коляды. Вспоминали славные деяния славян, особенно те из них, что совершились с помощью солнечного бога. Первыми вестниками рождения нового солнца были дети. Утром ребятишки обходили дома односельчан с приветствиями к коляде богу на прославление. Их ожидали с нетерпением, как добрых вестников, и традиционно щедро угощали. Считалось, что чем больше детей придут славить коляду, тем более изобильным будет для семьи Новый год. Интересно, что утром колядовать шли только мальчики, поскольку в большие праздники первым гостем в дом должен войти мужчина, который принесет счастье и достаток в хозяйство. К обеду в каждой семье разрезали свежий каравай, символ солнечного бога, на 8 частей по числу лучей светила. Завершался праздник всенародным гулянием. Вечером люди выходили провожать солнце на ночной отдых с обрядовыми песнями и молитвами. В числе прочего, день коляды посвящался к единению рода. Детям непременно полагалось навестить своих родителей, а если те уже умерли, то отнести праздничное угощение им на могилу. Почитание Великой Матери Лады, вечно юная богиня любви. На следующий день после праздника Коляды, 25 декабря, славяне чествовали мать всех родных богов, жену Сварога, богиню Ладу. Наши предки почитали Ладу как богиню земной любви и покровительницу семейного счастья. Не случайно свадебный сговор назывался у славян ладянами. Ладу часто изображали прекрасной молодой женщиной с младенцем на руках. Особенно важен был ее праздник для женщин, только ожидающих появления на свет ребенка. Почитающие Великую Матерь беременные надеялись на легкие роды и счастливую судьбу для своих будущих детей. В день Лады было принято посещать и одаривать повитух, помогающих малышам являться на свет. Особенно уважали матушку Ладу женщины, у которых были дочки. Считалось, что от великой богини девочки могут получить в дар красоту, разум и семейное счастье. А девушки просили у покровительницы семьи помощи в поиске суженого, с которым в ладу можно прожить всю жизнь и никогда не знать горя. В день торжества Великой Матери в красном углу избы женщины ставили букеты из сухих листьев и цветов, раскладывали венки и зимние сорта яблок.
В специально сделанную прорубь бросали как жертву ладья, зерно, оладьи и пироги. Края проруби часто поливали отварами трав и украшали лентами и пестрыми лоскутками. В отличие от коляды, на Ладен день праздничные песни исполнялись только девушками, которых звали ладовицами, а их ритуальные хороводы – ладиновыми кола. Лада могла принести мир и гармонию в каждую семью, избавить людей от ссор и раздоров, и потому ее почитали все члены славянской общины от мала до велика. После Дня Матери Лады коловорот новой жизни считался запущенным, и наши предки начинали готовиться к весеннему возрождению природы, хотя им предстояло пережить еще 2 месяца темной холодной зимы. Автор статьи Екатерина Кравцова. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.